Приветствую, мои дорогие любители свободы, яхтинга, моря на канале Yacht Family. Конец ноября принес несколько, многие говорят, исторических штормов. Однозначно сезон безопасного яхтинга закрыт. Рынок все больше предлагает довольно интересных вариантов к рассмотрению. Собственно, пора сделать обзор, скажем, декабрь 2023 года. Чем мы сегодня и займемся. Также в этом видео вы увидите обзор на такие легендарные лодки, как Бенету Океанис 46 98 года. А мы с вами посмотрим в объявлении звучал Nauticat 38, но по факту оказалось, что это верфь Автомарин, которая делала такие вот кетчи, схожие по классу Nauticat. В этой подборке я начал делать только Грецию и получил достаточно много лотов, поэтому другие регионы я не рассматривал. К слову, по югу Средиземки Греция до сих пор является самым интересным местом для покупки яхты, как по предложению, так и по стоимости. Если отсутствует Шенген и необходим перегон в Турцию, то и по расстоянию, естественно. Про север я не говорю, все-таки нужно учитывать, что с севера надо еще 5, 6, 10 тысяч перегнать ее на юг, если пользоваться Средиземье. Тут, конечно же, Греция выигрывает, отсюда и мы останавливаемся на выборе яхты из Греции. Еще можно смотреть Италию, там предложений обычно немного интересных выскакивает. Нет, да появляется. Вот я дважды ездил в Сицилию, были парочку вариантов. Но сегодня мы посмотрим чисто греческий рынок, скажем, до 120, катамаранчики зацепим по миру. Приступим! Начнем с нашего местного сайта, который называется CarGR. Вот здесь его название. Подборку я делал буквально позавчера. Сегодня, 29 ноября, записываю. Сделаю небольшой спойлер. Многие варианты уже исчезли. Что мы имеем? 75 года Дюфур, самый простенький вариант на рынке. 9000. Готовый к плаванию, конечно же. Так он выглядит. Забыл добавить, что лодки я рассматриваю от 9 метров. Румпель. Классическая мачта, все очень грустненькое, но, как пишут, движимое. Носовая каюта. Есть эхолот, видите, Seafair очень старый такой. Интересно, он пикает и точка отмечает. На такой мы плавали однажды. Пользовали такой. Старый Volvo Penta выглядит обслуженным. Это я не знаю, что они хотели показать. Видимо, свою еще работу. Описание. Лодка 9-метровка, Volvo Penta MD5C после капиталки. Новый двигатель Mercury 2.5 даже дают с ним Outboard. Ревиза. Такой, вообще просто с чего начать? Просто с чего начать, скажем. Залететь, это обычная классическая внутренняя кают-компания, носовая каютка, вот в промежутке туалет. Дай бог откачной, его даже не показывают. Бенету First 30 83 года. Эта лодка, сейчас мы посмотрим, насколько мне помнится, имеет какие-то приборы, имеет уже Янмар, который считается одним из хороших, естественно, двигателей, может даже лучших двигателей морских. Кухня. Все четенько, кают-компания, видите, одна сторона раскладывается в кровать, такую достаточно хорошую, как и вторая. И есть задняя каюта, обширная, и передняя за 16 тысяч, вполне себе приличный вариант. Примерно вот в таком, в худшем даже, примерно в такой компоновке была моя первая яхта. Это даже, наверное, поинтереснее, чем то, с чего я начал покупать. У меня было в худшем состоянии. Читаем описание. Так, вот, 3GM30, хороший мотор. Это мотор не 83 года, то есть он был заменен, это 90-х годов мотор до 2000-х. Шириной 3,3 метра, что довольно широкая лодка. Видите, используется 30 дней в году для частного отдыха. С уплаченным НДСом, под греческим флагом, оснащенная 200-литровым резервуаром для воды, что в целом не очень мало и немного. 25-литровым нефтяным баком, что очень мало.
12-вольтовым холодильником, реймариновские инструменты, Меркури 4-сильный, Бимини, Тен, спасательные круги, гоночные паруса, собственная база. Что значит собственная база, непонятно. Лодка, двигатель проходит регулярное техническое обслуживание. На мой взгляд, очень неплохой вариант для Gypsy 84, 10,5 метров. Georgia, да, Georgia, польский флаг. 35-сильный у нее стоит мотор. Никакой информации, обожаю, как они продают. Давайте смотреть фотографии. Есть каюта задняя или гробик, сейчас посмотрим. Опять древний глубиномер. Больше, похоже, ничего нет. Да, каюта полноценная. Плохое штурманское место. Интересная компоновка с отделением от основной зоны. Кухни. Какие-то вон инструмент сбоку. Что-то делали, похоже, готовили ее к чему-то. Вопрос, как говорится, что же было до. Вонница. Концы заведены в кокпит. Эта лебедка Лофранс очень хорошая, на киловатт. Отличная, надежная. Красили ее однозначно сверху. Ну, в общем, лодку рефитнули, но в части визуала, не в технической наполняемости, какого-то бимини спрей-худа не видно в наличии. Купальная платформа вот в таком виде, как она здесь реализована, возможно, будет получать люлей от волны. Неплохая, наверное, лодка. Надо торговаться, безусловно. Бавария 89 года, Лагун 34. Эта лодка находится на Закинтосе. К ней ездил один из наших друзей канала. Лодка совершенно не в таком виде, как мы ее видим здесь. Тик уже содран там, ну, в общем, много всякого есть фотографии по ней. Классная, конечно, кают-компания, вот такая полукруглая, выделенная. Вот. Из того, что, ну, так прикинули, лодка должна была бы стоить 1015. Есть какие-то вопросы с мотором, ну, тоже говорят, все легко сделать, все у них легко. Продается она уже пару лет. Пока, видимо, он просто не принимает нормальные предложения, актуальные по этой яхте, продавец. Вот. Но работы там сразу много. От 10 тысяч. От 10 тысяч там деланья. Только по всяким малярам. Минимум, скажем так. Привести их в такой надлежащий вид. Но интересная. 2 каюты у нее. Довольно приятная, но все-таки серийная Бавария. Да, вот здесь вот немножко уже начинается правда. Паруса выглядят неплохо. Вот как мы здесь видим, есть какой-то дополнительный парус на штаг, не на закрутку. Есть и закрутка, и параллельный штаг. Не знаю, как это называется. Сейчас меня опытные яхтсмены расчленят здесь быстренько. Интересное, конечно, остекление. Вообще, как бейс, лодка интересная, работает вот валом. Вот сейчас мы видим здесь, что содрали уже тик с нее. Он закупил какой-то искусственный тик, там, ну, какие-то материалы есть. Сделано в Швеции почему-то. Полное механическое обслуживание, деревянная палуба, снята для установки пенопластового тика, который доступен в рулон и будет передан вместе с лодкой. Как будто это единственная проблема этой лодки. На самом деле, конечно же, нет. Имейте в виду, как всегда, все ссылки на все объявления будут в нашем телеграм-канале. Называется он «Около яхтинг» в телеграме. Можете подписываться, ссылочка есть в описании. Если вы хотите получать все предложения первыми, вот, например, я записываю видео, и уже все эти ссылки имеются в нашем приват-канале до выхода видео в YouTube и до появления всех ссылок в общем канале. Поэтому подписывайтесь, ссылка также есть в описании на приват-канал. Следующий наш вариант Jeanneau Espace 1000. Это такой младший брат моей яхты. У меня 86 год 1100. Казалось бы, вроде бы 1 метр, но по факту почти 1,5 у меня длины плюс, и значительно, конечно, функционал отличается. То же самое я смотрел и Espace
13.2.0 тоже там что-то еще 1,5 от меня, и там еще лучше и используется место. А также еще по ватерлинии метр добавляет там полузла, 0,7 узла, а то и узел крейсерской скорости, что тоже не лишнее. Но давайте посмотрим этот вариант. Стоит он в Кинтосе. Там, кстати, опять же живет один из друзей нашего канала. Можно попросить его посмотреть четко по ней. Описание большое, почитайте, ссылочка будет, как я уже сказал. Пройдемся по фотографиям. Лодка готовая, я так понимаю, к использованию. Без задней каюты, такая же, как у меня, только без задней каюты. Что могу сказать сам вот из использования? Вот боковая каюта, которая есть, вот есть носовая каюта, туалет и есть боковая каюта. Вот эта каюта обалденная, потому что находится в середине, не скрипят швартовые при парковке лагом, боком, задом, блядь. Классная каюта, мне очень нравится, я именно ее и занимаю, к слову. Есть внутренний пост. Здесь он гидравлический, здесь автопилот стоит на внутреннем посте. Он должен быть подключаемый-отключаемый от заднего. Не знаю, как здесь реализовано. Но изнутри я еще ни разу не рулил. Как бы погода была вполне. Столик здесь неплохой, нравится. Есть арка, это супер. Солнечные панели, бимини, спрей-худ. Неплохо. Как мы видим, погон находится не в кокпите, это плюс. Купальная платформа, видите, здесь чуть повыше стоит. То есть до нее волна долетать уже так легко, как в предыдущем рассматриваемом варианте. Уже так не будет бить об купальную платформу. Есть приборы, греческая регистрация. Греция, безусловно, является с нюансами по поводу там, регистрации, оформления и прочего. Но все эти нюансы известны. Здесь не имеет смысла ничего пугаться. Надо рассматривать каждый отдельный случай и по нему как бы работать, предпринимать действия. Дюфор 2001 года, 30-й, классический. Обычно идет с трумпелем. Здесь штурвал. Это плюс. Вот этот трапик выкидной тоже приятно. Купальная платформа. Широкий кокпит уже современный. Толстая купальная такая платформа. Safety плот. Концы в кокпите. Бимини, спрей-худ. Выглядит приятно. Лазибэк мы видим. Тоже хорошо. Столик, видите, на 30-ку, а у него уже и справа и слева выкидные стенки расширения, да, имеет возможность не просто там вот такой узенький столик, а полноценный широкий обеденный стол в кокпите. Отдельная носовая каюта. Сужение, конечно, не сильно комфортное. Чистенькая, пластиковая, с душем. Туалет. Кайп-компания. Ну, приятно же. 10-метровка. Что написали нам? В очень хорошем состоянии и готов к путешествию. Дюфур. Забирайте. Еще один дюфур. 30-й. Такой же, по большому счету. Просто для сравнения его подкинул. 35 тысяч он стоит. На 3 года младше, но, по-моему, немного побогаче. Он здесь был по наполнению, по оборудованию. Классический дюфур, 2 каюты, 1 туалет, Янмар 20 лошадей, в кормовой до 6 человек. В переднюю пихает 2, а в кормовую до 6. Супер. Бак емкостью 200, дизель 100, роликовая мачта. Цельную реку будешь кидаться даже с паруса. Ну-ка, что, закрутка в мачту? Да, закрутка в мачту. Ну, в общем, 800 часов. Надо смотреть, оба понятно по состоянию. Не исключено, что знаете, там в тот надо положить тоже еще пару-тройку тысяч, и в целом их стоимость очень сблизится, а этот там сторгуется до 30. Ну а сейчас я вас приглашаю в мою поездку на Сицилию, посмотреть на Nautica 38, как звучало в объявлении. В итоге, разбираясь со всем, это оказалась верфь Автомарин. Как бы ничего не хуже, не лучше, просто по факту немножко иное. И это еще один повод к тому, что надо внимательнее ко всему относиться, потому что нередко, но она не специально, там дочь, она случайно ввела в заблуждение. Что ж, вот он, Nautica 38, Full Kill, 180 коней
Перкинс. Винт просто огромный. Сразу хочу извиниться за то, что будет немножечко дергано, потому что я сутки не спал с этим переездом. Сразу захотелось, конечно же, посмотреть яхту. И вот я здесь. Каким-то краплением, но корпус здесь не кисло покрыт эпоксидом. Очень сомневаюсь, что с ним вообще что-то можно сделать плохого. Адрес проверим, наверное, гидравлический. Снаружи вот здесь на углу есть по дереву, но минимально совсем. А так особо никаких. Ну, тут опять же то ли притертости есть какие-то, наверное, от кранца, потому что это не удар, очевидно. Затертость какая-то большей части. Так, ну, с этой стороны тоже вот ближе сюда есть наслоение, но это все счищается. И особых ни вздутий, ни плача, никакого, конечно, наверняка быть и не может. Как там говорили, это же эпоксид. Здесь неплохо. Глубина. Интересно, есть ли скорость, вообще какие приборы есть. Сейчас посмотрим наверх. Дальше. Тут у нас рубка, как бы приподнятая. Вот эта часть, да, тик. Конечно, герметик заменит, но тех не сдут. Лебедка выглядит новой. На даже не шестерочная, наверное, да, цепь. Малюхонькая. Лофранс вообще навехонькая. Вроде бы тонкая ванта, но это ванта, которая идет до середины, да? А вот эта ванта такая хорошая, вдвое толще. И на них тоже ни задиров, ничего такого нет. Тут мы имеем 3 стальные тросы на поднятие и ванты. Я так понял, которые можно потом объединить и поставить закрутку такую, сделать петлю. Тут тоже хотелось бы попросить вашей помощи. Если вы знаете, вот у нас стоит 2 ванты, как мы видим, параллельно. Можно ли на одну поставить закрутку, а одну оставить, скажем, для там штормового, ну как трос простой? Вот тик поподробнее. Ну, тут вот эти пробочки, ну это все тоже замазывается. Здесь вот она, видно, что разошлось. Заменить герметик. Но ни одна палочка не поднялась из состояния. Хорошие утки, эти фундаментальные. Есть динго. Рубка на закрытиях. И динго, кстати, даже не спустила, я тебе скажу. Просто они на нее поставили. Это, наверное, часть закрыта. С другой стороны стоит посмотреть. Так, есть пружины. Это круто. Дизайн. Утки мощные, лебедки. Так, рычаги для поднятия мощнейшие. Управление. Так, лебедки грустненькие. Да, и вообще это деревянные какие-то зажимки. У этого барахла у меня просто валом. Здесь надо посмотреть, как переключается. У меня тоже так, если в одном месте включено, то в другом не будет включаться. Сик, на удивление, весьма в порядке. Стальные. Ну, все это вот просто почистить. Почистить объемчик и чуть под прилично все это вывести. Все это из крепкого дерева сделано. Даже поручни в целом, ну, симпатичные, не затертые, не какие-то перегомняченные. Так, что у нас по мотору еще имеем здесь? Здесь 5 Mercury, как бы старая. Такая интересная система закрывания, прикольно. Ретро лодка, конечно, интересная. Здесь вот гамачок натянуть, сидушки поставить, то есть здесь прикольно можно сделать. Пойдем глянем внутрь. Открывается влево. Лежат. Сразу нюхаем запах старья или сырости.
не ощущаю. Высоко здесь. Ну, наверное, 1,95 м точно есть. Не, ну 1,90 м есть точно. Вот два вопроса. Давайте разбираться по приборам. Есть автопайлот. Это пушка-бомба. Fish Founder. Есть радар, насколько я понимаю. И древние рации рубки. Но это все тоже не страшная история. Что еще можно открыть, чтобы чуть-чуть подышать? Вот так вот. Люк. Нет. Рубки не жарятся. Здесь вход воздуха. Понятно, дверцы. Еще раз, два, три, четыре сзади окна, чтобы все это дело отводить. Ну, что-то гудит. Но здесь вольтаж явно меньше 12. Батареи грустнеют. Помпы пытаются что-то качать. Знаете, откуда? Автоклавы. Ну, разбираться, конечно, не так, что это все не за 5 секунд. Ага. Якорная лебедка здесь, она работает. Вроде бы кое-что найдено, но сейчас надо разбираться. Что у нас здесь? Здесь тоже 2-метровая высота, 3 ступеньки, очень удобно. Тут все складывается, чтобы сделать огромную спальную кровать. Здесь маленькая кухня. Ну, газовая на 4 шкафурки. И холодильник. Мойка. Вон кран. А, и вот так вот холодильник. Уф, уф, уф. Курчание пошло, холодильник пытается работать. Здесь хорошо, ну, 15 надо мной, 185, 190 есть. Даже больше, 195. Везде одинаково. Передний туалет. Большой. Ну, реально большой. Весьма. Что у нас здесь? И они, кстати, электрические. Я тогда еще хвасталась она, что они оба электрические. Конечно, интересно. Не пожалею. Есть и работает. Хитр. Но чисто электрический. Да, береговой электрический. Супер. Ага. Вот еще кнопки откачки подумай. Так, а это техническое поддерживает вот так. Носовая каюта. Ё-моё. Asus. Так, ну тут, конечно, надо эту перемычечку где-то искать или делать, потому что здесь надо, чтобы была хорошая кровать. Зачем так, непонятно. Можешь в полноценку спать, отлично спать. Здесь опять рост, везде хорошо. Окна не текут, везде ковры, и все сухо. Однозначно. Никаких сложностей с подтеканием здесь не имеется. Наверняка будет якорное хозяйство. Так и есть. Глубокий падает сам, бегать не надо. Так, ну что у нас? Тут свет работает, тут какая-то херня всякая лежит. Happy Birthday, вон собака тут жила. Шкафчики глубокие. А, вот свет я не нашел. Да. Какая-то лампа. Тут какой-то инструмент. Это уже положительно. Кое-что можно делать. Так. Носочно-чулочное дело. И одна каюта. Это в целом здесь можно спать, потому что кушать-то можно сверху все организовать, классно сделать. Вот, я думал, стульчика не хватает. Стульчик есть. Тут еще инструменты, Что тоже положительно. Набор для прибухивания есть в каждой лодке. Каждый уважающий себя яхтсмен прибухивает.
заменяются какие-то веревки, там собачьи принадлежности. В целом ничего интересного, но не пустая лодка, однозначно в ней что-то есть, какой-то инструмент. Это задняя каюта. Здесь у меня был самый большой вопрос, зачем вот эта вот фиговина сделана, если кровать можно обалденно сделать вот такой вот прямоугольник. Значит, что у нас здесь? Воу, утварь, паруса, несколько. Паруса, сказала, рабочие, но грустные уже. Здесь у нас пылесос, чуть ли не профессиональный. И собственный туалет-душ второй. В том открытом оставили, а в этом запашочек чуть-чуть есть, но не сильно. И тоже работает. Ниши. Это свет. И где-то еще должен быть откачка. Вот она шуршит. Что слив идет в откачку. Очень интересно. Комар идет. Как вы выживаете здесь? Тут тоже свет есть. Значит, передняя одежа. Книги, ну и вещи. Ничего интересного. Ну, колитесь. Кто знает, что это такое? Механика. Привод электрический. Что это такое? Мотор. Автопилот такого вида. Кто знает, подскажите. Конечно, для раздельной кровати, ну, они широкие. Тут спать удобно. Туда ногами, с головой, тут в комфорте. По одному. Так, автопилот я включил. Авто. Что-нибудь крутится? Эту штуку тоже запустил. Она что-то видит. Не знаю, радар ли это. Ну, похоже, радар. Хотя в ней какая-то карта есть. Может, это просто плоттер. Конечно, 1, 2, 3, 4, 5, 6 котлов. Вот здесь что-то новенькое видно. А это турбина. А вот так выглядят проблемы стальных лодок. Я хрен знает, сколько они теряют. По 2-3 миллиметра в год. Просто пушка, да? Все это вот рже, все это течет. Ужас и кошмар. Так, заселился дорого-богато. Сколько? 60 евро. Симпатичный номер. Студия такая. Просто нет вариантов. Самый дешевый номер вообще здесь, в этом районе. Ну что ж, давайте подведем итоги. Лодка на самом деле очень мне понравилась. Capacity в этой лодке 800 литров топлива, 800 литров воды, что безумно круто. Однозначно брать такой вариант нужно для того, чтобы либо жить на нем, либо круто путешествовать. Однозначно стоимость 30 тысяч, которую за нее просили, является довольно конкурентной, отличной ценой. Но и работы, на мой взгляд, предстоит весьма немало. Предлагаю вам высказать свое мнение в комментариях. Ну, естественно, поставить подписочку, колокольчик. Все это очень для меня важно, и я за это, безусловно, вас благодарю. Ну, а мы возвращаемся на наш греческий декабрьский рынок. Катамаран, 48 тысяч. Впервые такой вот вижу. Такое видно, что люди на нем живут, да, так и закрытый, симпатичный. И, как всегда, продают ни одной фотографии, нормальной нету. Внутри ничего не показывают. Как так можно продавать? Без понятия. Бавария, 36-я. Второй год, 50 тысяч. Такая же в прошлом году ушла за 46, по-моему, вообще там, за недели-две, наверное. Это трехкаютка. Там была пустая, здесь есть автопилот. Там была после чартера вообще пустышка. Все, ничего интересного. А, вот фотографии внутри. Так. Ну и описание. Длинное, оборудование, деньги. Что-то в ней есть. О, Sun Magic на Сиросе стоит. Здесь, прямо где я сейчас нахожусь,
88 год. Интересная лодка. Я и не ходил смотреть, потому что здесь встретил француженку, которая вроде как там с ним перетирает. Тоже интересная схема. Эта лодка находится в управлении, владеет ей один человек, Янис вот этот, а управляет ей француз, который сдает ее здесь в аренду. У него таких лодок, вот другие люди владеют, его как бы управление. Больше 10, наверное. Она смотрела, лодка ей понравилась, хорошая лодка, неплохая. 2 туалета, 3 каюты, 4 каюты, 2 туалета. Но есть вот такой вот конфликт интересов хозяина и человека, который управляет этой лодкой, потому что он хотел бы в следующем году на ней еще поработать, подзаработать, а хозяин хотел бы в этом году ее продать. 36.2, 2000 год, Жано. Волос. Кстати, был в Волосе, видел ее. Но это чартерные лодки, они там все стоят дэй-чартинг. Вначале как раз таки видели, где люди лодки плавали в хорошую погоду в этом заливе. Это самый комфортный яхтинг. Просто есть хорошая погода, выходишь в залив, поплавал. И спрятался. На этой даже есть какие-то солнечные панели, радар. 3 каюты, туалет. Какая-то компания, небольшое оборудование. Есть такой вариант, скажем так. Вот это 8-й год, 36i. Интересная, широкая, как видите, года все свежее, кокпит все шире, корма все шире. Жопку раздает. Очень приятно выглядит лодка. Видите, чуть-чуть свежесть. Если не ошибаюсь, всего 2 в ней каюты. Так, вот у нас задняя. Выглядит, как будто она была в чартере, но может так прям прибрались красиво. О, была классная Бавария 41-я, которая в прошлом году можно было купить за 55, и вот здесь она стояла 57. Сейчас уже все, выше 65. И продавали ребята из Украины, то есть можно было нормально разговаривать, он бы нормально сказал, что в ней как, они на ней жили. Все, ушла. 5-го года Бавария, 12-метровая, 3 каюты, 1 туалет. Что это у нас, 40-ка? Непонятно, даже модель не пишут, настолько пофиг. Каламария, Салоники. Есть вот приборы, это красиво, есть подрулька, мы видим. Это приятно, но вообще симпатично здесь. Я думаю, что это либо 39-я, либо 40-я, да, Бавария. 39-я до 12 метров, наверное, 39-я. Но это не ясно. Вот здесь уже носовая, видите, сужение не такое большое, и в целом намного комфортнее. Да, симпатичный хвост. Видим мы борт. Значит, узнаем. 38-я. Значит, она 11 там и 8 до 12 метров. Оптимальненько. 39-ка, по-моему, самая в упор. 11,99 она там такая вот. Костас. 5-й год. 38-ка. 3 каюты. 1 санузел. Нормально. Бенету 10-й год. 443, автопилот. Широкий, хороший такой кокпит. Выглядит приятно. 4 фотографии. На больше сил не хватило. Длинный список оборудования. Имеет место быть. Бенету Океанис 38, 99 года. 60 тысяч. Вообще, как вы видите, этот сегмент от, там, грубо говоря, от 40 до 60, он вообще плотный. То есть тут прям очень много предложений. В разных можно там и 41-ю, 42-ю взять, и какой-нибудь старье. Вот 46-й обзор будет как раз-таки в районе там до 70 тысяч, 67, 68 тысяч. Кстати, давайте и посмотрим, может быть, после этого обзорчик.
Легко маневрировать. Высота кабины 1,95. 2 ванной комнаты, что является редкостью для такого размера. Интересно, сколько сожрали эти 2 ванные комнаты места. Зачем-то. Кстати, по-моему, стоит тоже в волосе. Я тоже видел это Клео. Самое глупое, что они не пишут сейл здесь, а только пишут, что for charter. Когда стоял, видел я ее, да, видел. Клео. Пустая. Солнечных панелей нет. Автопилот, да. Купальная платформа Тик. Вдоль борта кухня, приятная. Она вообще ничего не показывает, что у нее там внутри. Ах, прячется. Ссылки будут в телеграм-канале. 461-ю Винету. Кианис. Чартерный. Продается с юрфирмой. Давайте посмотрим, что есть. Немножко видно, что, конечно, уставшая она. Там вон сливы уже внизу. Дряблые, все такое. Ну, не очень большие деньги за нее. Она, конечно, нормально ушатана. I will see, okay? Yeah. Так, что у нас тут из приборов есть? Everything work? Yes. The big one. This is Front, yeah. Подрулька. This one is... only this. Ага. It's very old. Так, давай посмотрим. Ну да, здесь тик, требует обслуживания. Коврик такой. Закрутка в мачту. Паруса. Веревки, ну, постоянно она в чартерах. Там вот веревки уже развалились. Ну, подшить это, конечно, не проблема. Да, такой у нее заезженный видок. Тут тоже веревки по низу. Все поплыло. Не веревки, а нитки. Что у нас? Якорное хозяйство. Ага. Low France. 10. ISO. Хороший глубокий ящик. Простенький якорь. Лужок. Здесь все немножко на скотче. Очень простенькая динги. Так, ну, шкоты заведены. Лазибэк, Вимини, все тоже на перешив. Да, лодка, конечно, единственный плюс, ну, можно торговаться, конечно, единственный плюс, что продается прямо с юрлицом. Сейчас за нее просят 80 тысяч с юрлицом, чартерной лицензией, со всеми делами. 2 туалета сзади, 2 двушки. Тут, конечно, все обширно. Немножко такой запах, ну, дедушка владеет, может, старческий. Такой грустный. Запах грустный. Ничего супер приборов тут нету интересного. Тут тоже что-то подперто, что-то подделано такое посредственное. И такие вот 2 носовые разделены. Здесь можно эту перегородку убирать. Вроде бы даже никакого супер там решения не требуется. Все это убирается и получается супер огромное. Но в носу нету туалета, соответственно. Не в носу, не спереди, сзади, а только 2 сзади туалет. Это, конечно, так себе. Да. Что мы имеем под поелами? Тут вон чуть-чуть влаги какой-то есть. Что мы имеем в моторном? Volvo Penta. Это не D2, это мотор... А нет, да, D2. Нет, все правильно. MD22. Это тоже около 50 сил, но старый мотор 2000-х годов. Есть там у него немного солнца, но, в общем, такой подуставший вариант, но чистая под работу, конечно, ну, вложений еще на 20. Капитан когда-то был молодым, сейчас уже такой в возрасте мужичок. В итоге с дедушкой разговор шел уже где-то 67.
Вариант вроде бы еще доступен, но понятно, что, видите, работы валом, тик, скорее всего, под снятие. Ну, продолжаем наш обзор рынка. Жано, Сан Одиссей, 33 11 года, 65 тысяч. Лазибэк, такой плотный парус, в нем тоже плотно лежит ткань. Возможно, свежая. Динги с мягким дном. Руль можно обойти, внутри светлое дерево. Смотрится приятно. Вот он, туалет сзади, каюта сзади и носовая. 2 каюты. 33. Душ. Янмар. Отличный. Ну, такая симпатичная, уже свежий дизайн. Бениту, 45 фит, 92 года. 45F. Почти 14 метров. Какой огромный гик. До рулевого доходит. Представляете, как он ходит? Эх, огромная парусность. Приятная кают-компания. Есть такая каюта. Сейчас посмотрим, где-нибудь найдем, может, планировку. Инвертор видим. О, что-то текло из люка. Стоит смотреть. Но 92 год, 45, примерно там 46 фит. Вариант не дурной. Бульба снизу в виде крыла, что, как говорят, выталкивает ее немножечко наверх на скорости. Носовое подруливающее устройство. Yamaha 15-сильный есть. Пининфорина делал он. Дюфор 43 3-го года, уже 2 руля, поэтому он здесь оказался 85 тысяч. Для 2 рулей и выше 40 футов это хорошая цена. В Киркире находится. К слову, вот этот яхт Брокер Хаус, мы у него покупали, с ним точнее, делали сделку про катамарану. Вообще не профессионалы, будьте внимательны, настоящие болваны. Такой же Дюфор купил не с помощью нас, но друг нашего канала, которому я делал страховку. Отогнал ее в Турции. Куча там работы. Кстати, вы можете посмотреть у ребят с канала Экипаж Ветра, да, по-моему. Они сейчас как раз выходят сюжеты, как они перегоняли Виталику эту лодку. Такую же. Вот такая планировка. Пишут, что неплохо все, обслуживание, ремонт двигателя происходил и прочие вещи. Почитайте. Ссылка в телеграм-канале. 44-я Бавария. Просто нравится мне. Опять же, компоновка будет примерно такая же. Если Бавария 44 свежая, то тоже 2 руля у нее. Это широкий кокпит. Я вот четко заметил, что огромные такие у нее вот лебедки стояли, такие большие, все такое качественное. Ну, 44-ка мне нравится. Здесь вот видите, рули только большие, для прохода не совсем удобно. У современных лодок как-то еще шире рули расставлены, и проход в центре получше. Но это можно решить рулями либо снимать их, либо или один снимать, либо сделать такие со складывающимися боковухами. Эти считаются золотые годы их. Баварские крепкие борта. Человек, который обучает студентов, говорит, я только на Баварии этих годов, потому что, ну, на Бавариях вот таких вот годов очень крепкие. Очень крепкие. 2 туалета, 2 санузла, гальюна. Называйте как хотите. Китайский солнечный контроллер или бэттери контроллер. Что, наверное, не очень. Цена окончательно с НДС. Есть автопилоты, бойлеры,
Кавала. Неплохо. Но 44-ка мне нравится, поэтому будет еще какая-то. Опять у этого брокера 46-й Holiday 80 тысяч с одним рулем. Обзор на подобную лодку есть. Но посмотрим его в следующий раз. Потому что, скорее всего, его купит другой друг нашего канала. Это чартерная версия. Видите, передняя каюта разделена на две по так называемой family, где внизу двушка, сверху детская. Но выглядит это все очень тесненько, я вам так скажу. Но для недельки, наверное, вполне себе приемлемо. Зато есть вот в Океанисе два туалета сзади, а здесь один ближе к носовой части, что получше. 75 лошадей Volvo Penta там будет стоять. Есть даже какая-то солнечная панель мелкая. Закрутка в мачту грота. Для удобства, конечно, да. Для безопасности чуть-чуть нет. Кикладес 43.4. Ездили мы такую как раз в Сицилию смотреть. 2006 года, 99 тысяч. Тогда мы не смогли ее купить, потому что сделали предложение меньше, чем другие. И ее увели за 86, наверное. Но время идет, и таких вариантов мало появляется. 43.4. Солемио. Виктор. Вайгине. Можно разговаривать, видимо, по-русски. Да, украинский экипаж. В общем, элементарно, можно связаться, все узнать. Окей. Дальше. Бавария. Полтинник. 6-й год. Превиза. Total Refit 22 года. Длинный список оборудования. Но в целом 100-110 тысяч для 6-го года это хорошая цена для полтинника. 2 руля. Холодильник. Переносная рация такая. Удаленный ремонт-контроль цепи. Я вот себе протянул кабель. Надо было ремонт поставить. Виктроновское управление электропитанием. Свежие деньги. Dingy Engine. Маленькая панель. Очень слабая такая арочка. Больше не сунуть. Это надо переделывать, если жить. Два и 6 китаец. Аутборд мотор. Глубиномер. Какой-то Fish Founder еще. Держатель планшета. Его пилит неплохо на моторе. По-моему, выглядит симпатично, если этот размер ваш. Вот видите, туалеты, каюты, кажется, с туалетом. На кухню много времени места они не тратят. Интересно, она вынесена туда дальше. Зато какое классное штурманское место, обалденное. Носовая, боковые каюты. С одной стороны боковая, с другой туалет. Volvo Penta. Старенькие, обслужены. Вот как мы видим, рефит. А, даже не старенький, нет. D275, отличный мотор. И вроде бы там написано было, что это кондиционер приперли новый. Ну, в общем, длинный список оборудования. Довольно интересная лодка. Ну и парочку я таких просто какой-то порядок. Вот 10-го года полтинник стоит 150. Ничего они здесь не показывают. Я опять же не знаю, как они так продают эти лодки. Ничего он не показывает. За 150 штук продает лодку, 4 фотографии. Ну вот есть видео, посмотрите, я уже запускать не буду. Такой лагун 15 года за 195. Хорошее предложение для 15 года.
38-й лагун, 380-й. В Салониках. Свежие приборы, 2 Янмара. Кухня сверху. Класс. Отличная какая-то компания. Видите, какие размеры. Кайф. Марчики свеженькие, выглядят красиво. 4 каюты. 2 туалета. Отличная компоновка. Вот, в Африканце была одна проблема. Видео последнее, которое было, перегоне. Там было 4 туалета на 4 каюты. И из-за того, что, ну, очень маленькие такие каюты, ну, я залазил. Ну, я как бы не маленький. Поэтому, ну, не надо быть 100 килограмм, наверное. Плюс таких не берем на борт, вот, да. А здесь как бы на пару один туалет. Ну, я думаю, что он будет попросторнее. Это должно улучшить пользование. Зато там приватность. У каждого свой. То есть ты там разложил свои зубные пасты, и никто туда больше не лазит, кроме тебя. Ваты не уплачены. И это тоже можно решать. К слову, это не значит, что лодка будет стоить на 20% дороже. Есть выход. Обращайтесь, поможем. Нравится. И мои любимые фонтан Пажот. В данном случае это 46-й. Не знаю, как он читается, чтобы меня, опять же, не разнесли. Бахия. Как-то так. Нулевого года. Но стиль, да? Какие они красивые. Обалденные. Дизайн у фонтан. Супер. $230 000. Ходить будет супер. Кают не показал. Окей. Английская регистрация классно снимается. Что-то быстро, удобно. Друзья, подборка оказалась слишком велика. Видео затягивается. В связи с этим я его делю на 2 части. Завтра в 6 часов выйдет 2-я часть, где мы посмотрим другие сайты, брокеров, Facebook и прочее на предмет греческой территории. Там тоже очень много разнообразных предложений, поэтому подписочка, лайк, чтобы не пропустить. В комментариях напишите, какое предложение вам понравилось больше всего, и до завтра!